Вы знаете, как вернуть молодость, здоровый вид, сильное половое влечение и, главное, качественную эрекцию? Смотри все подробности в этом видео. Приветствую вас, друзья! У нас сегодня очень интересная тема. В первую очередь она будет полезна основной аудитории моего канала. Это мужчинам старше 50 лет, но и более молодым эту информацию тоже важно узнать, так как все начинается именно в молодом возрасте. Я расскажу, как при помощи одного интересного вещества вернуть и сохранить молодость и здоровье организма, здоровье сосудов, связок, мочеполовой системы, чтобы все функционировало как в 25, а то и как в 18 лет, чтобы все всегда стояло и работало как часы. Почему мы преждевременно стареем? Быстрее вырабатывается ресурс органов и систем нашего организма. Становятся хрупкими кости, сосуды теряют эластичность, что, соответственно, приводит к различным заболеваниям и, в частности, половой дисфункции. Все происходит потому, что наш организм с годами накапливает в себе токсины. Это различные яды, которые начинают его разрушать, тормозить и нарушать работу внутренних органов. Чем больше человек подвержен воздействию этих ядов, тем больше он болеет, тем быстрее стареет и больше и чаще происходят сбои в работе сердечно-сосудистой, мочеполовой, пищеварительной, нервной системе организма. Все это приводит к серьезным заболеваниям, в частности к половой дисфункции, болезни Альцгеймера, сахарному диабету. К примеру, повышенный сахар в крови в первую очередь влияет на половую систему мужчины, ведет к нарушению ее работы. А откуда же берутся токсины в нашем организме? Причиной токсической нагрузки являются различные выбросы промышленных предприятий, многократно увеличившееся количество автотранспорта. Также токсины в наш организм выделяют различные паразиты, которые есть у всех, но многие о них даже не знают. А между тем усталость, быстрая утомляемость, отсутствие энергии как раз и связано с этим. Есть и бытовые пути проникновения токсинов в наш организм. На первом месте среди них стоят продукты питания, которые мы покупаем в сетевых магазинах, кафе, фастфудах, которые содержат в себе трансжиры и другие вредные вещества. Также это алкоголь, сигареты, моющие средства, стиральные и чистящие порошки. Эта токсическая нагрузка приводит к разрушению нашего организма, различного рода заболеваниям и преждевременному старению. Как вы видите, в наше время избежать попадания и накопления токсинов в наш организм практически невозможно. Чем старше человек становится, тем их больше у него в организме. Более молодые люди тоже от этого не застрахованы. К примеру, если они работают на вредном производстве, живут в условиях плохой экологии, многие также злоупотребляют вредной едой и алкоголем. Встает вопрос, как не допустить накопления токсинов, как их вывести, чтобы вернуть молодость организма и тела в целом, восстановить правильное и стабильное функционирование всех систем организма, в том числе восстановить работу половой системы, вернуть крепкую и длительную эрекцию, усилить половое влечение. В своих видео я неоднократно рассказывал про такие микроэлементы, как цинк и селен, о том, что они помогают мужчине в выработке тестостерона. Но если организм имеет токсическую нагрузку, то и минералы плохо справляются со своей функцией. Для того, чтобы они работали по полной, надо сначала освободить организм от токсинов, пожирающих энергию, здоровье и жизненные силы. На наше счастье природа позаботилась об этом. Есть одно вещество, которое является вторым по важности элементом после кислорода. Ни один живой организм не может обойтись без него. При его недостатке в организме возникают инсульты, инфаркты, сахарный диабет, гепатит, рак, у мужчины половая дисфункция, простатит. Также низкий уровень этого вещества в организме приводит к поражению сосудов, атеросклерозу, нарушению прочности костной ткани, снижается усвояемость кальция, марганца, фтора, железа и других веществ, нарушается обмен веществ, развиваются патогенные микроорганизмы. Простейшие грибки – это как раз и есть те паразиты, о которых я говорил ранее. И это вещество, этот элемент для нашего организма называется кремний. Недостаток кремния можно определить по потере упругости и прочности костей скелета, преждевременной седине, секущимся и ломким волосам, слоящимся ногтям, разрушению эмали зубов, ухудшению зрения, ускоренному старению организма в целом, а также видно по коже лица, шеи и кистей рук. Дефицит кремния в организме человека начинает проявляться после 25 лет. Дефицит кремния невозможно восполнить из продуктов питания.
Человеческий организм в среднем усваивает только 3 мг кремния в сутки с потребляемой пищей, в то время как потребность взрослого человека 9 мг в сутки. То есть мы не добираем примерно 6 мг. Кремний – второй после кислорода элемент по распространенности в земной коре. В чистом виде в природе практически он отсутствует. Чаще всего встречается в виде кремнезема. Это всем нам известный песок, песчаник, кварц, глина. Но понятно, что никто из нас песок есть не будет, чтобы получить оттуда кремний. Да и в любом случае он бы у нас в организме не усвоился. Усваивается только кремний, который содержится в органике, то есть в растениях в виде своего диоксида. Растения его получают из почвы во время роста. Но не все так просто. В аптеках, в лекарственных препаратах и в тех же самых витаминно-минеральных комплексах представлен и используется только синтетический диоксид кремния, который не выводится из организма и оседает в кровеносных сосудах, печени, почках, желчном и мочевом пузыре. Однако есть безопасные вытяжки из диких трав аморфного растительного диоксида кремния. Производителей именно растительного кремния не так много, так как это очень трудоемкий процесс, потому что нужно специально заготовить травы в экологически чистых районах, местах, правильно их сохранить и в последующем вытянуть правильно этот диоксид кремния. Не могу сказать, есть ли в аптеках данный препарат, скорее всего нет. Как я уже сказал, фармацевтики используют синтетический кремний. Конечно же, при желании его можно найти. Я, к примеру, пользуюсь вот этим. Конечно, пока больше для профилактики. Могу сказать, что результат хороший. Чтобы восполнить недостаток кремния в организме, можно приготовить воду, обогащенную кремнием. В конце я расскажу, как ее приготовить и как принимать. Вода, обогащенная аморфным активным диоксидом кремния растительного происхождения, не только помогает устранить дефицит кремния в организме человека, но и обладает мощным абсорбирующими свойствами, которые позволяют выводить бензольные соединения, вредные химические элементы, связать и выводить некоторые вирусы из организма, а также выводить алюминий, который может вызывать болезнь Альцгеймера, это старческое слабоумие, токсины и тяжелые металлы, такие как свинец, метилртуть, которые могут вызвать болезнь Миноматы, это поражение центральной и периферической нервной системы, головного мозга, почек, приводящие к онкологии и разрушению человеческого организма. Аморфный растительный диоксид кремния обладает иммуномодулирующим, антиоксидантным, противовоспалительным, абсорбирующим, кровеочистительным, бактерицидным, ранозаживляющим, желчегонным эффектом, повышает сопротивляемость организма к инфекциям, вызванных грибками, вирусами и бактериями. Он нормализует защитные механизмы организма, участвует в усвоении организма минеральных солей и витаминов, способствует усвоению кальция и росту костей. У женщин предупреждает остеопороз, избавляет организм от мелких паразитов и вирусов, очищает организм от патогенных микроорганизмов, стимулирует иммунную систему, укрепляет сосуды, суставы, хрящи и сухожилия, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, необходим для здоровья и роста волос, улучшает состояние ногтей и кожи, укрепляет иммунитет и омолаживает организм. Итак, как я готовлю кремниевую воду? Необходимо взять стеклянную банку с плотно закрывающейся крышкой объемом от 1 литра. Необходимо засыпать 1 грамм порошка, о котором я говорил, и залить 1 литр воды, не кипяченой, можно фильтрованной, еще лучше талой воды. В интернете есть рецепт ее приготовления. После чего необходимо настоять при комнатной температуре не менее 12 часов. Принимать необходимо по 100 мл утром, в обед, вечером часов в 5-6 и перед сном в течение 1 месяца. Воду всегда хранить только под герметично закрытой крышкой. Можно приготовить и больший объем, но пропорции должны быть те же: 1 грамм на 1 литр, 2 грамма на 2 литра, 3 на 3 литра и так далее. Курс не менее 1 месяца. Далее по самочувствию. Можно, конечно, его продлить. Одной упаковки хватает на 1 курс. Подходит всем, как мужчинам, так и женщинам. Возвращает молодость организма, половое влечение, делает кости крепкими, суставы здоровыми. Все ссылки на растительный кремний, который я употребляю, вы найдете в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии. Переходите по полезным ссылкам, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на мой канал, комментируйте, жмите палец вверх. Да пребудет с вами мужская сила. До свидания. А еще больше информации о мужском здоровье смотрите в моем телеграм-канале. Ссылка вот здесь.